Всем здорово! И не знаю, как вы, ребят, но сегодня я как-то не успел позавтракать. Именно поэтому сегодня я попытаюсь сделать что-то, ну, чересчур изощренное. То, что я никогда бы не сделал, если бы не снимал видеоролики. И если бы это кто-то когда-то бы сделал, я бы сказал, что он придурок. Так что, если кто-то из вас сейчас сказал, что я придурок, это вполне обоснованно. В общем, сегодня я попытаюсь сготовить завтрак на утюге. О, блин, тут что-то написано. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Я ничего не придумал, здесь серьезно так написано. Не знаю, к чему здесь это написано, но все же у меня есть определенная догадка. Этот человек имел в виду, что вы должны нажать на вот эту вот красненькую кнопочку. Это не моих рук дело. Нет, 100%, точно нет. Ну, вообще я. Подпишитесь, пожалуйста. Нажмите на эту красную кнопочку, если вы не подписаны на мой канал. Если вы уже подписан, не нажимайте. Это мало ли, знаете ли, бывают такие. Найдутся те, кто и отпишется. Этого делать не нужно. Ну, а сегодня мы займемся странным делом. Как я уже говорил, я попытаюсь готовить завтрак на утюге. Что я буду кушать? Это сосисон. Вот такой вот. Яйцон. Вот такой вот. И сырчон. Вот такой вот. Ну, типа сыр, яйцо, я думаю, вы поняли. Ну, а для начала нам нужно включить утюг в розетку. Ребят, серьезно, я вас не обманываю. Я правда сейчас воткну вот эту вот вилку вот в эту розетку. Ну, а теперь мы ждем, пока утюг нагреется. Пока что он практически не нагрелся. Ждем минут 5. Ну что ж, утюг наконец-то нагрелся, и в принципе мы можем начать готовить наш завтрак чемпионов, СССРских чемпионов, потому что этот утюг сделан в СССР. Да. На удивление, он еще работает. В СССР же сделали как-никак. Первое, что мы попробуем приготовить, это будет яйцо. Если я его сейчас просто разобью и вылью на утюг, яйцо будет хана, оно просто расплывется. Именно поэтому мне нужно сделать какую-нибудь формочку. Сделаем ее, например, из фольги. Отрываем небольшой кусочек фольги. На всякий случай сложим его вдвое, плотно его придавим и сделаем формочку. Вроде как ничего так. Не шикарно, конечно, но голодным, бедным студентам, которые будут готовить подобные завтраки на утюгах, если у них нет микроволновки, духовки там или еще чего-либо, в принципе сойдет. Ставим нашу тарелочку. А, нихера себе! Что это за хрень? Я обжег себе палец. Он очень сильно раскалился, я такого еще никогда не испытывал. Это больно. Ладно, видимо, наш завтрак заготовится очень быстро. Приступаем. Разбиваем яйцо и выливаем его на поверхность фольги. А теперь мы будем ждать минут 5, пока наше яйцо сготовится. На удивление, все же оно сготовится очень быстро. Потому что утюг очень сильно разогрелся, вплоть до того, что я обжег палец. Да и в принципе процесс жарки яйца уже пошел. Посмотрите на это. Белок уже постепенно обретает белый оттенок. Не прошло 5 минут, как наше яйцо уже полностью готово. Теперь нам нужно его снять с нашей плиты и приступить готовить уже другое блюдо. Какое блюдо? Скажи, жарить сосисон с сыром. Ладно, блюдом это назвать крайне трудно. Мы просто сейчас возьмем сосисон, натрем на него сыра и пожарим это. Ну а теперь давайте снимем с плиты наше яйцо. Да, фольга настолько разогрелась, что рукой это взять просто-напросто невозможно. Теперь нам нужна еще одна тарелка. Делаем все точно так же. А теперь берем сосисон, разрезаем его. Ну-ка, давай, алло. О, все, готово. Достаем его из одежки. Кстати говоря, по-моему, такие сосиски нужно не жарить, а варить. Но кому это важно? Нормальным людям это вообще важно. Но мы будем жарить. Разломили на 2 половинки. Добавляем сыр. Вообще нормальные люди делают это теркой. Но где вы здесь видите нормальных людей? Ну или хотя бы терку. И теперь мы ставим наши сосиски в сыре прямо на нашу плиту. О, процесс пошел. Сыр пережарится. Сыр уже пережарился. А, нормальные люди еще сыр в конце добавляют. Теперь нам нужно регулярно переворачивать наши сосиски, чтобы они не обгорели. Вообще то же самое нужно бы сделать сейчас и с сыром, но, к сожалению, он уже пригорел, и переворачивать сыр фактически невозможно. Просто я тупой и добавил сыр сразу же, когда нормальные люди добавляют его потом. Ну, чё, я тот самый человек, который никогда не стоял около плиты. У нас возникла проблема. Сосиска пригорела. И оторвать ее практически невозможно было. Ну, думаю, все. Я бы сказал, что все готово, но все испорчено.
можно попробовать это. Снимаем это с плиты. У нас осталась последняя составляющая нашего завтрака, это чай. Нам нужна вода, какая-нибудь металлическая хрень. Наливаем сюда воду и, собственно, ставим на плиту. Накрываем крышечкой, чтобы вскипело гораздо быстрее. Потому что у нас нет времени, я голодный. Если я сейчас не поем, я умру. Но это не точно, но кушать неохота. Ребят, вы сейчас не поверите, но прошло около 3 минут и чай вскипел. Вы только посмотрите на это. Он реально кипит. За такой короткий промежуток времени это что-то прям аномальное. Я сейчас начинаю задумываться о том, что на самом деле утюг можно использовать вместо плиты. Причем этот утюг я купил всего лишь за 400 рублей. Ну да, я его купил, конечно, бэушный, но все же. Если у кого-то действительно прям пипец какие серьезные проблемы с деньгами, я думаю, утюг будет неплохой альтернативой для плиты. Ну, собственно, все. Давайте снимать наш чай с плиты и давайте пробовать наш завтрак. А плиту мы, пожалуй, унесем куда подальше, потому что она очень сильно раскаленная, и если она сейчас что-нибудь заденет, то будет пипец. Наливаем чай. Это прям реально жесткий кипяток. Добавляем чай. Ну и давайте пробовать наш завтрак. Начнем с сосиски. Неплохо. Яйцо. Неплохо. Обычное яйцо. Это охрененно. Мне начинает казаться, что так даже немножко вкуснее. Или может быть я просто очень сильно голоден. Не знаю. Осталось только запить чаем. Ужасно горячий. Все готово, все успешно, и мне это нравится. Если вам хоть чуть-чуть понравился этот видеоролик, если вам понравилась эта идея, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Блин, это круто. Предлагайте свои идеи, может быть, я что-то попробую еще сготовить при помощи утюга. Что-то более изощренное. Ты более изощренная? Да. Комбо. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.